раньше, когда я был большим, так иногда говорят маленькие дети во всем мире. И наш сын так говорил. Он еще добавлял: когда я был большим, а вы были маленькими. За этим следовала какая-то коротенькая история, в основном связанная с бытом, поэтому мы никогда не придавали этому особого значения. А теперь очень жалеем об этом. Однажды с мужем и сыном, на тот момент ему было 4 года, ехали в машине по деревне к бабушке в гости. Сын смотрел в окно и вдруг показывает на какой-то дом и говорит: «Это дом, как у нас тогда, сгорел». Мы с мужем ничего понять не можем, не было у нас никогда таких домов, всю жизнь в городской квартире живем. Единственная деревенская местность, в которой бывал ребенок, и то редко, это та, куда мы ехали. Но у бабушки дом совершенно другой. Пожаров сын никогда не видел. По телевизору, кроме детских мультиков, ничего тогда не смотрел. Я попыталась его подробнее расспросить, но внятного ответа так и не добилась. К теории реинкарнации всегда относилась нейтрально и особо заострять внимание на сказанном и настаивать на объяснениях не стала. А теперь понимаю, что напрасно. Если доверительно поговорить с ребенком, он вам многое расскажет. И про свой бывший дом, и про утварь, и про домашних животных, и про то, кем он был и как закончил ту свою жизнь. Социология говорит, что 7% россиян верят в реинкарнацию. В Европе таких людей 25-30%, в США около 55%, а вот в государствах Азии число жителей, считающих, что после смерти обязательно переродятся, подавляющее большинство. Да, у детей до 5-7 лет без всякого гипноза можно вызвать воспоминания о прошлой жизни. Так считают исследователи этого загадочного феномена. Многие детки прямо-таки шокируют своих родителей рассказами, наполненными правдоподобными деталями и фактами. Ученые-скептики говорят, что это ложные воспоминания. Ребенок видел что-то в кино, а на другом языке заговорил потому, что по соседству жил иностранец. Вот он и запомнил, невзирая на то, что ребенку тогда было всего 2 года, и заговорил он на древнегреческом или на египетском. И таких историй множество. Более того, этот феномен активно изучается, и есть даже документальные подтверждения рассказов детей о реальном существовании людей, чьими именами они себя называют. Более трети детей помнят о времени, проведенном в утробе, и примерно столько же о том, что было до того, как они туда попали. Но время этой памяти непродолжительно, максимум 4 года. Многочисленные исследования ученых из разных стран помогли к настоящему времени более-менее определить набросок загадочного феномена. Так, в большинстве случаев описать свою прошлую жизнь могут лишь дети от 2 до 6 лет. После этого возраста все забывается. Как правило, они рассказывают о ничем не примечательной жизни обычного человека. Никаких Наполеонов или Клеопатр, чья смерть в 70% случаев была неестественной. Средний возраст погибшего на момент смерти 28 лет. Подобные рассказы не зависят от вероисповедания семьи, в которой воспитывается ребенок, хотя чуть больше их процент все же приходится на страны, исповедующие идею реинкарнации, что, по мнению исследователей, говорит лишь о том, что носители такого мировоззрения реже воспринимают подобный детский лепет как пустую фантазию. В 60% случаев о своих прошлых жизнях вспоминают мальчики. 90% детей сообщили, что были того же пола, что и сейчас. 20% рассказали о времени между смертью и новым рождением и о том, как выбирали себе родителей. Некоторые дети утверждают, что были умершими членами семьи, но даже в тех случаях, когда предыдущее воплощение пришлось на совершенно незнакомого ребенку человека из совершенно другого места, детали рассказа позволяют найти следы жизни такого человека. Научились за это время исследователи и отличать правду от вымысла, описав как минимум 4 признака реальности детских рассказов о прошлом. Ими считаются уверенный тон, неизменность описания во времени, детали, необъяснимые детским опытом, и соответствие поведения. Например, гибель в пожаре в прошлой жизни может объяснять боязнь огня в этой жизни. Не всегда срабатывают все 4 признака сразу, но уж хотя бы 2 проявляются обязательно. Иногда, утверждают эксперты, доказательства прячутся не только внутри, но и снаружи. Так, американский биохимик и психиатр Ян Стивенсон, исследовавший более 3000 случаев дородовых воспоминаний детей, находил у некоторых из них увечья или родимые пятна по форме, совпадающие со шрамами или ранами,
обычно смертельными, полученными в прошлой жизни. Стивенсон детально описал около 200 подобных историй. Одной из них стал рассказ тайского трехлетки, который утверждал, что был когда-то учителем, которого застрелили, когда тот ехал в школу на велосипеде. Родственники учителя, найденные Стивенсоном, вспомнили, что пуля попала в затылок и вышла через лоб. При этом входное отверстие было маленьким и крупным, а рана на лбу оказалась побольше и неровной формы. Трехлетний тайский рассказчик родился с 2 родимыми пятнами, маленькой круглой родинкой на затылке и большой неровно очерченной спереди. Кстати, исследованиям Стивенсона многие доверяют, так как, будучи стопроцентным ученым, он считал доказанным лишь тот случай, для которого можно было получить документальные подтверждения происшедших в прошлом событий. Так или иначе, но пока исследователи лишь набирают статистику и пытаются хоть как-то ее систематизировать, до полного объяснения феномена еще далеко. А это значит, что единственная польза, которую мы можем извлечь из детского лепета, это помочь ребенку справиться со своими страхами или комплексами. Ведь вполне возможно, что корни этих страхов находятся далеко за гранью рождения. Есть мнение, что чем младше ребенок, тем он ближе к этому бессознательному или какому-то коллективному человеческому опыту, универсальным земным мифам и символам, которые можно найти почему-то практически во всех человеческих культурах. Надо слушать детей, особенно когда они говорят «когда я был большим». Это теперь дает надежду, что когда-то мы снова станем маленькими. Хотя никто не знает, как там все устроено. А маленькие дети хоть и помнят, но не могут рассказать. Слов слишком мало, а маленькие детские ручки так непроворны и медлительны, что написать мемуары не представляется возможным. Вот и все, друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и досмотрел видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поделитесь в комментариях, случалось ли вам слышать подобные детские рассказы. Нам всем будет очень интересно почитать. Всего всем доброго!